Как побираются иммигранты, добывая бесплатную еду? Какие сумасшедшие цены на продукты в США по сравнению с Россией? Вы будете просто шокированы. В этом видео вы узнаете много неприятных подробностей про разницу цен и зарплат в США относительно России. Справедливо ли будет сравнивать зарплаты в разных странах напрямую в лоб? Ведь не секрет, что расходная часть в этих странах тоже будет сильно отличаться. Мы расходную часть тоже посчитаем, только сделаем это чуть позже. А пока постараемся сравнить чистый доход без всяких вычетов. Нам же с вами надо отталкиваться от каких-то значений. Если сравнивать зарплаты в США и России в лоб, то получим следующее. Детские хирурги в США – 3 миллиона 620 тысяч рублей в год. Они же, но в России – 650 400 рублей в год по данным Росстата и 900 тысяч рублей в год по данным HeadHunter. Менеджеры по продажам и ученые физики в США – 15 миллионов рублей в год. Ученые физики, но в России – 969 500 тысяч рублей в год по Росстату и 1 200 000 рублей в год по HeadHunter. Но вот менеджеры по продажам получают в России 3 миллиона рублей в год по HeadHunter. Кассиры в США – 2 873 000 рублей в год. Кассиры в России – 1 020 000 рублей в год. Дальнобойщики в США – 10 600 000 рублей в год. Дальнобойщики в России – 1 800 000 рублей в год. И заметьте, что когда я беру Россию, то выбираю исключительно Москву. Почему я так делаю? Да потому что я постоянно вижу в комментариях под видео блогеров, рассказывающих про США. Все сравнивают только с Москвой. Будто другой России, собственно, и не существует. Но кто знает, может, они и правы. В общем, для того, чтобы сложилась общая картина, этого будет достаточно. Не секрет, что при переезде в США намного проще устроиться на работу дальнобойщиком, чем врачом. Тогда давайте посмотрим, кому проще будет выжить – иммигранту в США или перебежчику из США в Россию. Итак, давайте посчитаем. Что сможет позволить себе дальнобойщик в этих странах? Если взять одинаковую профессию, то это должно быть честно. И начнем с подсчета платы за аренду. Предположим, что наш герой не имеет своего жилья. Это будет вполне логично, так как в любой стране ты не купишь себе жилье, если начинаешь жить с нуля в новой стране. Тогда получается следующее. Вот выберем средненькую однокомнатную квартиру в Москве. Почему Москва? Потому что мы зарплаты взяли московские. Обычная квартира, ничем не примечательная. Нам это будет обходиться в 50 000 рублей в месяц. Я пересчитываю в доллары, так как мы сравниваем с США. В год это получается 6 000 долларов. Значит, 18 000 минус 6 000 равно 12 000 долларов остается. А теперь давайте сравним это с квартирой в США. Поскольку много русских едет в Майами и там живут русские звезды, то выберем именно этот город. И это неудивительно, почему так происходит. Люди устают от холодного климата России и хотят кардинально изменить свою жизнь. Многие россияне целый год работают и копят деньги только для того, чтобы месяц отдохнуть на море в Турции или Египте, а потом опять все по кругу. И то месяц это я загнул, обычно неделя или максимум 2. А тут просто живешь и круглый год наслаждаешься солнцем и океаном. И не 1 месяц в году, а круглый год. Не мечта ли это? Итак, вот квартира в 2 раза больше, но она и дороже. На мой взгляд, состояние у нее лучше, да еще и 15 минут до пляжа. Жизнь намного интереснее будет, чем в Москве. По сути, это вечный отпуск. Итак, получаем 170 000 в месяц. Значит, 2 40 000 рублей в год. Значит, 106 000 минус 20 400 равно 85 600 долларов остается. Еще раз, для тех, кто не понял. У русского иммигранта в США после оплаты аренды остается 8 560 000 рублей. В то же время у американского иммигранта в России останется 1 200 000 рублей. Это, на секундочку, целых 6 новеньких автомобилей Lada Granta Sport. В то время, когда работая целый год в России, этот дальнобойщик не сможет себе позволить даже одну новую «Ладу». Но какой будет потенциал у наших иммигрантов купить себе жилье, а не вечно платить за аренду? Вам интересно узнать? Давайте для простоты вычислений представим, что наш персонаж не ест и не платит за коммуналку.
так как здесь много нюансов, и мы просто закопаемся в расчетах. Тогда за какое время дальнобойщик из России сможет купить квартиру в Москве? Ну вот, симпатичная квартирка на 35 квадратов. Она стоит 19 миллионов 850 тысяч рублей. Значит, дальнобойщик должен откладывать на эту квартиру 19 миллионов 850 тысяч разделить на 1 миллион 200 тысяч равно 16,5 лет. Невероятно! Если нашему герою 18 лет, то он должен прожить практически столько, сколько уже прожил, чтобы иметь возможность жить в своей квартире. Какая девушка захочет выйти замуж за человека, у которого даже нет своего жилья? Наш герой сможет на что-то рассчитывать только в возрасте 35 лет? Совсем не вдохновляет такая перспектива. А как будут обстоять дела у дальнобойщиков из США? Я уверен, что он не захочет себе покупать такой отстой, как московский его коллега. Не ради этого люди бросают все в России, едут в США через Мексику и проходят 7 кругов ада легализации. Он купит вот такую шикарную квартиру на 3 спальни и с огромной кухней и залом. Она стоит 35 миллионов 900 тысяч рублей. Значит, дальнобойщик должен откладывать на эту квартиру 35 миллионов 900 тысяч рублей, деленное на 8 миллионов 560 тысяч рублей, равно 4,2 года. Опять же, если 18 плюс 4 – это возраст, то получаем 22 года. Выходит, что наш герой может еще рассчитывать на создание семьи еще в молодом возрасте. У кого из наших героев больше стимула пахать дальнобойщиком, перенося все тяготы и издержки этой профессии? А если посчитать коммуналку, еду и прочее, то поверьте, на такой разрыв размером с пропасть это не повлияет никак. И это я совершенно опустил момент с кредитами. В США дают много льгот и крайне низкие проценты. Там даже иностранец может получить кредит. Я скажу более. Иммигранты, переехавшие из России в США, которые устроились дальнобойщиками, все имеют минимум 1 дом и несколько машин не в кредит, а полностью выплаченные. А что делать, если ты все потерял? Ну, допустим, долго болел, а когда выздоровел, то уже остался без денег и работы. Хорошо, когда все хорошо, но черных лебедей никто не отменял. В какой стране больше шансов выжить? Если в РФ у тебя нет денег на еду, то ты рискуешь умереть, если не питаться на помойке. В США ты не умрешь с голоду, даже если обладаешь отрицательным IQ. Удивительно, но в капиталистической стране намного больше социальной помощи, чем в стране, мечтающей вернуться к социализму. Как такое вообще возможно? В Штатах есть специальные пункты выдачи еды бесплатно под названием «Фудбанк». Притом, если хочешь получать еду бесплатно, то не надо тебе для этого собирать кучу справок. Тебе лишь достаточно иметь паспорт или загранпаспорт, и при этом никто не будет спрашивать про твои доходы и прочее. И самое удивительное, что в Фудбанке вы получите не просрочку, а вполне нормальные продукты. И такие продукты, о которых многие пенсионеры из РФ даже не мечтали. Те самые пенсионеры, которые отдали жизнь и здоровье родине, работая в нечеловеческих условиях. Кстати, продукты дают в таком количестве, что их хватает на целую неделю. В разных фудбанках набор продуктов отличается. Вот один из примеров такого набора продуктов на 2 человек. Здесь и грецкий орех, и дыня, макароны, яйца, картошка, рис и много еще чего. И обратите внимание на то, что 2 людям дали так много продуктов. И 2 сумки, еще целый ящик дополнительно. И сколько всего еще там вы видите сами. Прошу обратить внимание, что это все абсолютно бесплатно. Есть такое вообще в России? Жители РФ постоянно вспоминают, что в США дорогая медицина. Упрекают в том, что никто тебя не спасет, если тебе станет плохо. Будто в России скорая помощь приезжает моментально и еще не спрашивают у тебя деньги на операцию. Кстати, в США неотложная помощь бесплатная, и никто тебя не бросит умирать без денег. К тому же, если вы малоимущие в США, то для вас медицина будет бесплатная. Как же, если нужна операция или сделать зубы или пластику, то американцы поедут в Мексику, Турцию и другие страны, где медицина дешевле. Но это делают те, у кого проблемы с медицинской страховкой или она вообще отсутствует. Только вот не во всех штатах разрешено отказываться от страховки. Если исправно оплачивать страховку, то она сможет покрыть даже очень сложные операции. Медицинские страховки бывают 4 групп. Страховка через работодателя, частные планы, напрямую у компании, через Marketplace, сайт-агрегатор с поддержкой государства, государственные программы,
Как понимаете, тема страховок тянет на целое отдельное видео. Напишите в комментариях, если интересует эта тема. Страховки бывают очень разные, и при заключении договора следует ознакомиться, что покрывает страховка, а что нет. Понятно, что это сильно влияет на цену. Особенно важно учитывать все нюансы, если вы решили заключить частную страховку. Компания не подчиняется федеральному закону в плане обязательных опций. Обращайте внимание на все мелочи. Но нужно понимать, что стоимость за лечение в больнице может стоить от 10 тысяч до 100 тысяч долларов и, собственно, даже выше. Значит, страховка будет намного выгодней. Плюс качество лечения в США очень высокого уровня. Следовательно, большинство американцев предпочитают страховку вместо риска и попытки лечения в Мексике. И хоть любой американец может питаться бесплатно, большинство считает ниже своего достоинства так побираться. Если у тебя есть нормальная работа, то по сравнению с доходом, еда – это ерундовый расход. Однако интересно будет сравнить расходы на продукты питания в США и России. Поскольку будем сравнивать с РФ, то более понятно будет в рублях. Прошу обратить внимание на таблицу. Оценивая ее, мы видим, что в США продукты гораздо дороже, где-то в 2 раза, а где-то и в 3. Но вот в чем проблема. В этом мире все относительно. Давайте вспомним историю про дальнобойщика. Для дальнобойщика из России этот список продуктов будет обходиться в его стране 2,4% от месячной зарплаты. Для дальнобойщика из США в его стране этот список продуктов обойдется в 1,17% от месячной зарплаты. То есть выходит, что несмотря на то, что в абсолютных величинах продукты стоят дороже, то относительно месячной зарплаты американцу еда обходится в 2 раза дешевле. Где справедливость, спрашивается? Но никто так считать не будет. Обывателю из России кажется, что у него расходы на жизнь будут меньше. Только это иллюзия. Давайте попробуем с научной точки зрения рассмотреть проблему разницы уровня жизни в США и России. Чтобы не казались предыдущие выводы блогерской отсебятиной, но я постараюсь максимально все упростить без сносок на научные статьи и погружения в терминологию, чтобы не превратить видео в нудятину. Уровень жизни – это мера благосостояния населения, основанная на различных факторах, таких как доход, здравоохранение, образование, безопасность, свобода и окружающая среда. Один из способов измерения уровня жизни – это использование индекса человеческого развития (ИЧР), который рассчитывается Организацией Объединенных Наций. ИЧР варьируется от 0 до 1, где более высокое значение означает более высокий уровень жизни. Заработок – это сумма денег, которую человек получает за свою работу или деятельность. Один из способов измерения заработка – это использование среднего дохода на душу населения, который рассчитывается как сумма всех доходов, деленная на количество населения. Средний доход на душу населения может быть выражен в разных валютах, но для сравнения лучше использовать общую валюту, такую как доллар США. Согласно данным Всемирного банка, за 2020 год ИЧР США составлял 0,926, а ИЧР России – 0,824. Это означает, что США имеют более высокий уровень жизни, чем Россия, по крайней мере с точки зрения этого показателя. Однако ИЧР не учитывает некоторые аспекты, такие как неравенство, счастье, культура и традиции, которые также могут влиять на уровень жизни. Средний доход на душу населения в США составляет 63 416 долларов, а в России – 10 847 долларов. Это означает, что США имеет более высокий заработок, чем Россия, по крайней мере, с точки зрения этого показателя. В итоге мы получаем, что даже с научной точки зрения намного выгоднее жить в США, чем в России. Конечно, у разных людей складывается впечатление о доходах совершенно по-разному. И если одни уезжают в США, потом там не уживаются и возвращаются назад в Россию, то другие, наоборот, лучше начинают жить в новой стране. Все очень индивидуально, и у каждого отдельного человека своя история. Мы уже говорили про недвижимость, но давайте попробуем с научной точки зрения поговорить о доступности жилья в России и США. Может, я просто сильно все упростил со своим блогерским подходом, но давайте попробуем разобраться. Доступность жилья – это способность населения приобретать или арендовать жилье по разумной цене и в соответствии с их потребностями.
Один из способов измерения доступности жилья – это использование коэффициента нагрузки на доходы – КНД, который рассчитывается как отношение средней стоимости жилья к среднему доходу на душу населения. КНД варьируется от 0 до бесконечности, где более высокое значение означает более низкую доступность жилья. Согласно данным Numbeo, за 2021 год КНД США составлял 3,52, а КНД России – 9,35. Это означает, что Россия имеет более низкую доступность жилья, чем США, по крайней мере с точки зрения этого показателя. Однако КНД не учитывает некоторые аспекты, такие как качество жилья, размер жилья, расположение жилья, ипотечные проценты и налоги, которые также могут влиять на доступность жилья. Почему мы берем для анализа данные Numbeo? Конечно, из-за доступности и независимости. Numbeo – это сербская база данных, созданная Младеном Адамовичем, бывшим сотрудником Google. Сервис позволяет пользователям делиться и сравнивать информацию о стоимости жизни между странами и городами. Вот некоторые дополнительные аспекты, которые можно учесть при сравнении. Качество жилья отражает состояние и удобство жилья, а также наличие основных услуг, таких как вода, электричество, отопление и канализация. Качество жилья может влиять на здоровье, комфорт и удовлетворенность жильцов. Индекс качества жилья в США составлял 172,77, а в России – 81,34. Это означает, что жители США имеют более высокое качество жилья, чем Россия. Размер жилья отражает площадь и количество комнат в жилом помещении. Размер жилья может влиять на пространство, уединение и возможности жильцов. Средняя площадь квартиры в США составляла 74,32 квадратных метра, а в России – 54,76 квадратных метра. Следовательно, жители США имеют жилье по размерам больше, чем Россия. Расположение жилья отражает географическое положение и окружение жилого помещения. Расположение жилья может влиять на доступность, безопасность и красоту жильцов. Индекс безопасности в США составлял 47,72, а в России 44,39. И тут США тоже обходит. Ипотечные проценты и налоги отражает финансовые обязательства и издержки, связанные с покупкой или арендой жилья. Ипотечные проценты и налоги могут влиять на доступность, стабильность и экономику жильцов. За 2021 год средняя ипотечная ставка в США составляла 2,92%, а в России – 9,22%. Это означает, что Россия имеет более высокие ипотечные проценты, чем США, с точки зрения этого показателя. Выходит, что мы были правы, оказывается, даже с научной точки зрения для тех, кто хочет жить в своей собственной квартире, более выгодные условия в США. Получается, что когда ты переезжаешь в другую страну, то и зарплаты там соответствуют расходам. Но где выгоднее жить, если ты работаешь на удаленке? Если ты фрилансер или интернет-предприниматель, или работаешь на иностранную фирму удаленно? Ведь мы часто встречаем рекламу, где нам описывают, как хорошо жить у моря и работать на ноутбуке удаленно, попивая кофе или мохито. Но как вяжется эта картинка с реальностью? Если забыть про существование политики, а подходить к вопросу чисто математически, то выгоднее жить там, где расходы ниже, а зарабатывать там, где выше доходы. Если так прикинуть, то наиболее выгодно жить даже не в России, а в Африке. Но дьявол кроется в деталях. Что делать человеку, который серьезно заболел? В условиях санкций в России становится все больше болезней, которые не получится вылечить в этой стране. В итоге придется ехать в ту страну, где смогут вылечить. Но в таком случае придется оплачивать медицинские расходы по полной программе. А живя в США, все покрыла бы страховка. В итоге можно выйти в такой минус, что дешевизна жизни вообще никакой выгоды не дает. У меня есть один знакомый, который получает неплохой доход удаленно. Когда в Австрии ему стало плохо, то ему тут же сделали операцию на сердце. И что-то мне подсказывает, что у него сильно могли снизиться шансы на выживание, если бы он жил на Бали. А нам часто показывают в рекламе красивую картинку работы удаленно на экзотических островах. Но да ладно, на самом деле в любой стране есть свои минусы и плюсы. Так что живите там, где вам нравится.
В итоге получается выгодно зарабатывать удаленно в США, а жить в России, но даже и в таком варианте есть свои нюансы. На этом у нас все. Всем пока и до встречи в следующих видеороликах.